Привет, от арт-студии Единорог, и сегодня мы будем с тобой рисовать вот такую композицию под названием «Космос». И мы ее приурочим к Дню космонавтики. Ну что, начнем? Для работы нам с тобой понадобится формат квадрата. Я его сделаю из формата А4, плотной бумаги. Также нам понадобится гуашь, кисти и карандаш простой. Ну что, начнем рисовать эскиз. В середине листа я рисую круг. Это у нас Луна. И также вот такие кратеры. Здесь у нас будет ракета. Середина ракеты — это у нас вытянутый прямоугольник, расширенный кверху. А здесь треугольный нос. И вот такая антенна вверху. Здесь мы будем рисовать хвост. Он состоит из 3 деталей. Вот такой формы. Здесь я отмечу толщину. С этой стороны такая же деталь. Здесь она у нас находится к нам лицом, поэтому мы не видим толщину и нарисуем ее вот таким прямоугольничком. Из ракеты у нас выходит огонь. Поправляю ракету, довожу ее до ровного состояния, так, чтобы она у меня прям с прямыми линиями была. Если у тебя не получается нарисовать прямые линии от руки, то бери линейку и рисуй линейкой. Вот здесь я напишу «Союз-5». В этой области я нарисую космонавта. Повторюсь, под эту композицию нужно использовать обязательно квадратный формат, потому что я расположила предметы именно под квадратный формат. Здесь у меня у космонавта иллюминатор. Он в комбинезоне и в шлеме смотрит на ракету в открытом космосе. Здесь у него вот такой фонарик такой формы. Мы рисуем быстрый набросок. Здесь у нас будет флаг наш российский. И на ракете в этой области также будет флаг. Чуть-чуть подправлю Луну, сделаю ее более ровной. Если у тебя не получается нарисовать круг от руки, бери какой-то круглый предмет, кружечку, блюдечко или еще что-то более подходящее и обводи. Ну вот, я нарисовала наш эскиз, теперь будем рисовать гуашью. Я беру черный цвет, беру вот такую крупную кисть и по периметру приклеиваю, забыла сказать, что обязательно нужно приклеить малярным скотчем работу, чтобы не испачкать все кругом. Если у тебя нет малярного скотча, то зафиксируй работу на таком листке, который тебе не жалко будет выкинуть. И начинаем вот так по периметру закрашивать нашу композицию черным цветом. Обходим космонавта, так как у нас космонавт в белом шлеме. Такими движениями, крупной кисточкой, чуть-чуть добавляю воды, много краски, чтобы краска плотно лежала, я сделала вот такую границу черного. Теперь я возьму такой синий цвет и начну его смешивать прямо на листе с черным. Приближаясь к Луне, он у меня будет более синим, а по краям черный. Так как у нас Луна светится, она будет у нас на картине давать такой синий отблеск. А дальше от Луны космос становится более плотнее и насыщеннее, поэтому он у нас чернее. Делаем все очень аккуратно. Не торопимся. Если ты не успеваешь, ставь видео на паузу, рисуй потихонечку и только затем продолжай. Посмотри, я делаю растяжку от черного к синему прямо на листе. Пробуй также. Добавляю черный, если нужно, чуть-чуть. Обхожу очень аккуратно Луну, так как она у нас будет светлая. Обхожу шлем космонавта. Добавлю немножко черного сюда.
Вот так вот выпуклость иллюминатора очень-очень аккуратненько обходим. Гуашь любит, когда она плотно лежит, поэтому я не стесняюсь, беру побольше красочки. Меньше воды, больше краски. Тогда у нас получается плотный, насыщенный цвет. У меня вот такая кисточка плоская. Посмотри, я ей пользуюсь со всех сторон. Сбоку я рисую, когда мне нужны тонкие линии, а полностью плоскостью я закрашиваю цвет. Посмотри, ей можно нарисовать вот такую тоненькую линию. И растягиваю черный цвет, а вокруг луны прямо самой оставляю синюю полосочку. Пока у меня не высохла краска, я делаю растушевку. Добавлю черного. Сделаю цвет более глубоким. Вот здесь у меня получилось много воды, и от этого, смотри, такое светлое пятнышко. Сейчас я дам ему немножко подсохнуть, а затем снова добавлю туда краски. Поэтому ты учитывай этот момент и рассчитывай количество воды, так как это у нас не акварель, а гуашь. Воды здесь не должно быть много. Если что-то не получается, мы даем высохнуть сначала, и только потом берем красочку и делаем снова поправление сверху. Обхожу вот этот вот хвостик аккуратненько. Ставлю кисть на ребро. Вот такой у нас фон получился, который будет космосом. Вот здесь я теперь могу, у меня тут подсохло немножко, добавляю побольше цвета. Смешиваю черный с синим. Вот что у меня получилось. Теперь нужно дать просохнуть этому фону, поменять водичку. Чуть-чуть еще добавлю синего вокруг луны. Затем мы даем полностью просохнуть фону, поменяем водичку на чистую, хорошо промоем кисти и будем рисовать дальше. Обязательно, если у тебя есть, используй либо тряпочку, либо бумажные салфетки. После темного цвета нужно кисточку хорошо прополоскать и желательно высушить о салфетку. Вот у меня подсох фон. Я беру белый цвет чистой кистью и добавляю в него желтый. Это у нас луна. Но сейчас у меня получился очень яркий цвет, поэтому я добавлю еще побольше белого. Луна у нас не желтая, луна у нас белая скорее, чем желтая. Но чисто белого цвета никогда не бывает, поэтому мы добавляем желтого. И вот так аккуратненько я полностью закрашиваю мою луну этим смешанным цветом. Теперь я возьму прямо по насыщеннее желтый. Здесь у нас будет луна находиться в тени. Добавлю сюда еще чуть позднее синий. Вот так.
Промою кисточку, возьму белый и вот так вот растушую прямо на самой работе нашей. Сделаю вот такой цвет. Добавляю больше белого и растягиваю. Вот этот краешек луны. Тут у нас будет рефлекс, поэтому мы с тобой должны оставить его белым. Добавлю чуть-чуть еще теней вот здесь. Вокруг ракеты делаю очень аккуратно. Стараюсь не заезжать на ракету. Я хорошо прополоскала кисточку и теперь буду добавлять белого цвета. Потому что у меня получилась очень желтая луна. Нужно чуть-чуть высветлить. Прям поверху беру и накладываю белый цвет. В этой области белым цветом я делаю рефлекс. Вот такую белую полосочку. Здесь добавляю прям хорошо белого, чтобы у меня только просвечивал желтый. Теперь я все это должна растушевать, чтобы у меня не было четких границ. И луна казалась объемной. Добавляю немножко водички и растягиваю белый до желтого. Торцом кисточки вот так поправляю краешек. Возьму теперь другую кисточку. Смешаю на палитре белый и серый. И начну рисовать кратеры. Кратеры такой ближе к круглой форме, хаотично разбросанные на Луне. Нарисую вот так их несколько разного размера. Некоторые уходят из зоны нашей видимости. Мы их видим только наполовину. Не обязательно они круглые. Вот здесь у меня уходит один кратер за ракету, я его не вижу. Здесь еще нарисую. Добавлю по насыщеннее синего и сделаю в середине цвет плотнее. Так как у нас кратеры это углубление, чем глубже он уходит, тем темнее будет казаться. Теперь возьму кисточку и буду немножко растушевывать, чтобы у меня все это смотрелось цельным. Распределяем красочку равномерно, смешиваем вот так и растушевываем к краям. И проделаем все это с каждым кратером. Вот такие кратеры у меня получились. Теперь будем рисовать шлем космонавта. Я беру белый цвет
В верхней части закрашиваю белый, чуть-чуть беру синего, добавляю в него капельку черного и вот так растушевываю. Верхняя часть у нас должна остаться белая. Вот здесь вот нижний под иллюминатором немножко делаем тень. Немножко ее растушевываем белым цветом. По верхней части у нас прям белый-белый должен быть. А иллюминатор сделаем синим. В нем отражается космос, но он светлее, чем сам космос, поэтому он у нас синий. Лица космонавта мы не видим. Стекло отсвечивает космос. Вот в этой области я сделаю блики. Выравниваю вот здесь иллюминатор, делаю более ровную линию. Черным цветом выровняю эту сторону. Соприкосновение иллюминатора с космосом. Вот так. В этой области я нарисую тень серым цветом. Серый я смешиваю заранее белым с черным и капельку синего. Рисуем фонарик, который у нас на шлеме космонавта. Здесь у нас будет светлая область. Ее я рисую белым. И немножко растушевываю тень. А вот эта область у нас фонарик будет в тени. Такой фонарик у нас получился. И шлем у космонавта. В этой области будем рисовать флаг. Для этого я беру белую гуашь, чисто белую, и рисую белую полосочку. Также нарисую белым вот этот вот выступ вокруг иллюминатора. И вот здесь добавлю такой прям блик белым. Теперь берем синий цвет, рисуем синюю полосочку у флага. Ну, а дальше красный. Вот мы нарисовали наш российский флаг на космонавте. Тоненькой кисточкой чуть-чуть поправлю вот эту выступающую часть на шлеме. Черным цветом добавлю вот здесь теней.
Фонарики также сделаю плотное синее пятно, так как у нас там тоже стекло и в нем отражается космос. Будем рисовать ракету. Возьмем серый цвет, заранее приготовленный, смешиваем белый, черный и капельку синего. И вот таким образом закрашиваем ракету. С одной стороны та, которая ниже, она у нас будет темнее. Ракета круглая. А с этой стороны сверху она должна быть светлее. Вот в этой части у нас будет тень под верхним выступом. Я накладываю серый цвет поплотнее. Закрашиваю всю ракету белым цветом. Добавляю белого вот здесь по насыщенней и рисую вот такую белую антенну сверху. В этой части я делаю прям темно-серым, для того, чтобы у нас ракета смотрелась объемной. И растушую немножко. Выровняю вот здесь область, а то у меня получилась непрямая линия. Смешиваю красный с белым и будем рисовать хвост ракеты. Сначала мы закрасим таким цветом одним полностью все детали хвоста. Закрашиваем равномерно. Стараемся рисовать ровненько, чтобы у нас все линии были прямыми. Не забываем про эту полосочку. Теперь мы будем выделять цветом. Немножко добавлю синего, красного и белого. Цвет у меня получится более плотный. Эта часть у меня находится в тени. Оставляем толщину вот этой детали. Сделаю более насыщенный цвет, смешав красный с синим и добавив белый.
И сделаю вот такие тени в этих местах. Тем самым я выделяю нашу деталь, и она у нас получается круглой. Вот здесь нарисую полосочку прямо таким белым цветом. И вот в этом месте. Здесь у нас будет серая полосочка. И вот тут она также будет серая. Нарисую флаг, рисую белую полосочку. Как следует промою кисточку и возьму чисто белый. Затем синюю полосочку. Сделаю чуть-чуть понасыщеннее синюю, она у меня получилась тонкая. И нарисую красным. Вот я нарисовала флаг на ракете. Теперь возьмем тоненькую кисточку. Серой краской напишем вот здесь слово «Союз-5» вдоль ракеты. Стараемся, чтобы у нас буквы были ровненькими и одинакового размера. В этой области я нарисую огонь и дым у ракеты, когда она летит. Вот такой линии. Ближе к соплу я добавлю желтого цвета, изображая огонь желтым цветом. Но при этом оставляя полупрозрачность. Снизу у нас видно космос черный. У самого сопла делаю цвет более насыщенный, более плотный. Возьму синий цвет и поправлю луну, чтобы она у меня была ровная. Смешаю цвета луны, каким красила, немножко поправлю. Сделаю более ровные краешки у ракеты.
Теперь возьму крупную кисть, макну ее в белый цвет. И вот таким образом сделаю звездную россыпь, обвивая палец краску. Вот такая композиция у меня получилась. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Затем я снимаю малярный скотч. И у меня получается вот такая картина. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Не забывай ставить лайки. Ждем тебя на следующем уроке. Пока-пока.